Всем привет! Пришла машинка Chrysler Voyager 2001 года рождения. Необходимо заменить блок управления двигателя. Лишь душевно болты заржавели в новом блоке. Вот я не знаю, как так вообще можно продавать. Продавцам, за такое хранение расходных материалов, они же блок управления двигателя, надо по шее надавать, если по мозгам не получается. Ну вот реально просто закисшие. Блочок пришел, без молотка никак. По мозгам настучать надо не этим мозгам, а продавцам. Собаки. О, пошел процесс. Я бы на месте покупателя, клиента, такие мозги и не брал бы. Посмотрим, что там будет внутри. О чем говорить, если болты даже срываются. Как хранился этот блок? Ой-ой-ой! Как же он хранился? Внутри толстые слои. Пойду почищу. Клиент был предупрежден. Только позвонил ему, согласовал с ним, он сказал все-таки делать. Странный человек, затопленные такие мозги. Я бы, наверное, вернул бы продавцу. Но, как сказал классик, хозяин, барин. Микросхемка нужная Гипрома в левом верхнем углу. То есть вот здесь вот, которая нам нужна. Что ж, будем аккуратно снимать герметик. Герметик тут гадкий, мерзкий. Сначала уходит легко, потом все хуже, хуже и хуже, не спеша, чтобы не повредить плату. Вот здесь вот нам надо будет вырезать примерно вот такой вот участок. Сделать его свободным. Я буду его аккуратно срезать скальпелем. Ну что ж, вот прошло у нас почти 2 часа кропотливой, нудной работы. До микросхемки мы добрались. Вот что у нас сейчас из себя представляет это местечко, где она, скажем так, вычищена. Как видите, рядом стоит много, не очень, но достаточное количество различных элементов, которые, в общем-то, нельзя ни перегреть, ни нанести им какой-то другой вред, если, допустим, попытаться разобрать жестоким путем, каким-нибудь там расковырять отверткой, либо чем-то очень некультурно. То есть, на самом деле, под конец, где-то уже, когда был близок к самой микросхеме, к плате, но эта практика скажет, когда, сразу вам сложно будет, может быть, без опыта, начал немножко подогревать феном и потиху, по тоненькому слою эту гадость вязкую, такая, липкая, противная, ужас какой-то прямо, начал понемножку снимать. Как я говорил, работа заняла где-то порядка 1,5, почти 2 часа. Нельзя ж тут царапать, ничего, вреда наносить ни платье, ничему. Пришлось очень аккуратно, очень по чуть-чуть, очень по тоненькому слою все снимать. Что ж, будем снимать и промку выпаивать.
Опа, вот она, наша радость. Поднялась легко довольно. EEPROM-ку зовут 5P08. 5P08. На самом деле процесс отключения иммобилайзера в этой машинке несложный. Тут много даже думать особо не надо. Возьмем ноутбук и возьмем программатор. Так, если мне не изменяет Uniprog, может с этой EEPROM-кой не справиться. Но мы, пожалуй, все равно попробуем. Сначала посмотрим, заявлена она там есть или нет. А если не будет, то возьмем другой программатор. Так, где наш пинцет? Ставим микросхемку в колодку. Первым выводом к краю. Вот так. Запускаем Uniprog программку. Mini-Pro, точнее. Mini-Pro. Она же Wizard Prog программка. Открываем. И что мы видим? 5P08 есть или нету? Смотрим 5P08. СТ-шка есть или нету? А вот и нету. У Unipro нету ее. 25P08 я бы не советовал. Были нюансы, когда, в общем-то, она не осиливала. Так что мини-прог с этой программкой, прошивкой не справится. Поэтому выбираем Xprog. Думаю, эта сволочь нам поможет. О, а тут оно есть. Выбираем и воспользуемся Xprog. Вот она, наша радость. Ставим ее кроватки сюда и втыкаем в USB. Не туда, сюда. Что у нас получается? Отключение иммобилайзера довольно простое в ней. Забиваем просто вместо всей прошивки обычные F-ки. То есть пустышку делаем. Забиваем F-ками и записываем. Записываем. Готово. Все, пустые F-ки делаем, снимаем, как обычно я говорил, и ставим обратно, чтобы проверить, что записалось нормально. И говорим сверить. Все отлично. Теперь запаиваем микросхемку на родину. Еще раз объясняю, повторяюсь. Вариант отключения довольно простой. Забиваем EEPROM-ку F-ками. Вот, в общем-то, и вся работа. Самое геморное здесь было, самое геморное, это именно аккуратненько снять вот эту всю гадость. Запаиваем микросхемку на родину. Паять не спешим, как всегда. Спешка хороша лишь при ловле блох.
Вот, собственно, и все. Смываем теперь спиртягой техническим. И, собственно говоря, вот что у нас получилось, как она запаяна. Да, и немаловажно, перед тем, как собирать, скручивать блочок обратно и отдавать клиенту, ну или себе на машину ставить, не забудьте вот эту волшебную вот дырочку, оно уже отверстием сложно назвать, залить нормальным герметиком, потому что двигатель у вас стоит под капотом, начнет собираться влага, и машинка у вас далеко не уедет. Ну, может быть, уедет далеко, но вернуться не сможет. Ну или как-нибудь в этом. Спасибо всем за просмотр, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк. Внизу пишите, для каких машин вы хотели бы еще сделать обзоры по отключению иммобилайзера. До скорых встреч, пока-пока.